Доброе утро. Ну, уже как бы не утро, дело к обеду. Вот. Погода на улице. Опять прогноз погоды, да? Ну, а как же, мы от погоды зависим, и у нас все от погоды идет. Вот, вот такое. Опять дождь. С самого утра даже снег мелкий, с дождем. Ну, мелкое такое шло. Вот видите, все сыро. Пасмурно, ну, вроде чуть проясняется. Мы поработали только один день. Мне там кто-то и написал, говорит, это сегодня, потому что я пока выложил влог, вчерашний, можно сказать. Вот. Было солнце, красота, была весна. А потом опять начался дождь, снег, это уже второй день. Вот такая погода, но проясняется. Ну, еще до понедельника. Похоже, будет вот такое. А с понедельника вроде как бы по погоде и будет и солнышко, и пойдет потепление. Ну, прогноз на несколько дней, он такой. Ну, вот так. Почистили ветки, я постаскивал, вон там целая куча. Если видно, возле нашего костра. О, вот сколько. Кто-то написал, да, пила, херня, типа. Да ничего, ну просто аккумулятора хватило где-то на час работы, можно сказать, вот так. Вот. И попилил немало, надо второй просто докупить, и будет все отлично. Пилила не Вита, а пилил в основном я. Вита там секатором обрезала мелкое. А просто когда она занимается там, а я чем-то другим тут уже строить дальше надо, вот, она будет и пилить, и будет то, что надо. А один будет на зарядке, другой работаешь. И непрерывный процесс. Точно так же, как с шуруповертом. Я специально шуруповерт купил с двумя аккумуляторами. Ну, один на зарядке, другой другим крутишь. Вот это все прикручивали. Вон, прикиньте, сколько работы. Шуруповертом, вот, без шнурка. Вот, на аккумуляторе. Один заряжается, другим работаешь. Пока этим работаешь, тот уже зарядился. Перещелкнул и все. Так само и с этой пилой будет нормально. Ну а так, может оно прояснится. Ну сегодня тут как бы работы не предстоит. Сейчас вам покажу еще. Вопросов было. Ну, они периодически возникают, и последний вот был под последним или предпоследним видео про камин. А раньше тоже были, я просто не отвечал. Человек задал вопрос, а что у вас там были за дырки? Он смотрит сначала еще постройки, которые я сделал в топке. Вот. Для чего они? Я же так и не рассказал, и не показал, как они работают. Вот. Сейчас вам это сделаю, а потом еще чуть расскажу конструкцию. Ну, я уже так вскользь иногда рассказывал. Вот, у нас камин горит. Ну, он не так давно растопился. Вот, по поводу стекла, видите, на стекле вот такие с той стороны идет, ну, не нагар, а дым. Его надо периодически чистить. С этой стороны она чистая, с той стороны. Есть специальные средства, я вроде один раз заказывал. Брызгается и протирается, в принципе, нормально. Ну, больше я не заказывал обычным моющим. Для стекла, там еще для чего-то. Тоже побрызгал. И с той стороны протер. Протираем этими полотенцами одноразовыми, бумажными. Вот, еще раз второй. И все, оно легко снимается отсюда. Ну, уже недели две, наверное, ну, раз где-то в 2 недели мы это дело делаем. Открою, покажу вот эти отверстия. Правда, тут так жарит, что их, ну, это не видно. Видите, у меня 4 отверстия вот там. Я ближе камеру не поднесу, потому что не подойдешь особенно. Вот. Мы даже вот сюда, когда горит камин, вот такой пледик навешиваем, потому что это кожа, и от камина она может это. А так все нормально, никаких вопросов. Вот. Оно такое, ну, на таком расстоянии явно ничего не случится. Стекло все-таки забирает, потому что как откроешь, вот тут жарит, я сидеть не могу. А стекло закроешь, все нормально. Так вот, об этих отверстиях. Эти отверстия насквозь через стену, и там соединительная труба идет. Сейчас, когда открыта дверка, кислорода хватает полностью, и они не работают. Но у кого нету двери, открытый камин, то с них толка никакого, можно не делать. А вот когда с дверкой, когда
закрывается. Они начинают работать после того, когда камин хорошо прогрелся, вот угли там, ну еще подбрасывается и так далее. И закрываются практически заслонки все, видите, вот здесь. Ну для чего закрывать? А для того, чтобы не так быстро перегорело, а так оно перегорит за 10-15 минут, все вылетит в трубу. И все, и тепла не будет. Поэтому, естественно, прикрывается. Вот, закрываем даже полностью. И кислорода ему не хватает. Оно очень медленно горит. И там начинает выделяться именно много угарного газа. Но он сюда не идет. Он весь идет вверх. У меня же датчик все-таки работает. Но до этого не было. Он уходит в трубу. Но он не сгорает. Это как пиролиз. Ну, кто чуть-чуть в курсе, древесины. Этот горючий газ при недостатке кислорода просто вылетает в трубу и без толку. И тепла не дает даже. И тогда, когда не хватает кислорода и там хорошая температура, начинают работать эти отверстия. У меня там труба выходит, и она выходит вот сюда в нишу, где дрова. И пока ничего, просто выходит, и там я еще и краник поставил, ну, он открытый. Просто вот такая труба. Всего лишь навсего. Я думал даже маленький компьютерный вентиляторчик поставить, чтобы туда делать наддув. Ну не пробовал, еще может и попробуем. Будет эффект намного сильный. Но даже оно само засасывает туда воздух, и там происходит догорание вот этого газа, СО, угарного, но тепла добавляется. Вот смотрите видео, как это работает. Четко видно над вот этими отверстиями, там факела вот такие идут. Поступает кислород, и вот этот газ воспламеняется. А так бы просто вылетел в трубу. Так что эффект есть, если бы наддув чуть-чуть поставить, хотя бы, чтобы не самоподсосом шел. Было бы, наверное, еще более эффективнее. Но это я подумаю, посмотрим. Но пока это все дело работает, и мы думали камин чисто, ну как бы для уюта, растопить, живой огонь там. Но мы в основном им отапливаем, можно сказать. Ну отлично, нагревается стена, здесь хорошо теплая, так градусов под 60, наверное. Ну, ниже сильнее, выше слабее. В нашей ванной вот эта вся стена теплая. Вот. На утро просыпаюсь, камин же ночью не топился. Она вся теплая, и теплая буквально, если даже не топить, до обеда. Так что теплый пол мы тут при проверке я только включал. А больше мы его вообще даже не включали. Зря, конечно, наверное, и поставили. Потому что когда прохладно или холодно, то мы топим камин, и там самая теплая комната, там спальню можно было бы сделать. Вот так. Вот. И здесь же, как я рассказывал, еще повторюсь, потому что некоторые не смотрели, двойные стены, значит, топка выложена с кирпича, само собой, и самые вот эти скосы там, и клюв вот этот есть, зуб каминный, и все это дело выложено и сходится в трубу, ну, сходится с кирпича, и отсюда уже идет труба, дальше она пошла через стену утепленная, там двойная идет, труба с нержавейки, вот, выходит, и остальная полость. Вот это все, это вторая стена уже с обычного красного, там с огнеупорного все это дело выложено. А здесь обычный красный кирпич на обычный раствор, а там и на огнеупорный раствор же выложено все. И получилось везде ж зазор. Тут щель поменьше, вот идет, ну не знаю, где-то сантиметров 5 воздушного зазора, а больше тут же пошли уже укосины вот такие, оно сходится уже в дымоход. Уже выше, а там уже металлическая прошла. И тут уже большой объем воздуха. Там, где сама топка, вот, я по периметру заложил еще минеральную вату, чтобы не так сильно нагревало. Оно даже с минеральной ватой вот тут нагревает довольно хорошо. Вот тут нагревается где-то градусов до 70, наверное. Ну, руку не удержишь. Вот здесь уже чувствуется, ну, градусов 40 до 50. Руку можно еще держать. Ну, и вот так
нормально. И между этой полостью появляется пространство, и оно закрытое. Труба трубой, а вот это все закрытое. Поэтому, ну, это тоже не я придумал, а почитал. Под верхом там у меня есть два таких длинных. Ну, на кирпич буквально. Вот так, вот такой вот отверстие. Вот, там перемычка и дальше еще, потому что у меня вот это на 2 ряда дров, туда глубина. 2 ряда отверстий под верхом и 2 ряда отверстий под низом. Но сюда я хочу сделать решетку, чтобы дрова не на самом низу были, а для забора воздуха. Ну и так хватает, в принципе, прохода для воздуха и там для выхода. Вот. И оттуда засасывается той полости, которая там она есть, он нагревается же и выходит. Вот такой воздушный калорифер. И вот тут руку поставить, сюда идет хорошее тепло. Помимо того, что стены нагреваются, отсюда идет тепловое излучение. Ну вот тут особо даже не посидишь. Ну, он уже перестает немножко гореть, видите. Я уже подбрасывать не буду, потому что не так холодно, не мороз на улице. Тепло идет и идет еще очень долго. Можно мне было бы сделать, но уже не буду делать. И с этой стороны тоже отверстие, хотя бы одно. Здесь и под верхом выхода. Оно и тут циркулировало. Ну, поставить решетки декоративные пришлось бы, чтобы вид не портило. И там. Но я сделал только на ту сторону. Вот так. Так что камин себя оправдал больше, чем на 100%. Думали по одному, а получилось намного даже эффективней. Вот так. И сегодня я займусь вообще-то... У меня возникла небольшая проблемка, ну это такое дело.